Привет, друзья! Меня зовут Роман, это проект Мансарда, и у нас сегодня промежуточное точечное грунтование адгезионным грунтом Grundierfarb VP. Что мы грунтуем? У меня над головой, за спиной уже готовый потолок. Давайте покажу. Вот так это выглядит в виде, приготовленном под следующее шпаклевание шпаклевкой пейнт-шпахтель. Здравствуйте! Вау! Здравствуйте, Роман. Саша тут самая козырная работа. Все, что над печками, досталось ей. Ей очень нравится. Она говорит, я не могу без этого. Ну не ляпайся там. Ой, она тут устраивает мне. Здесь сделано. Частично сделано. Вот здесь. Угу. Видны темные пятна. Темные пятна. Алексей, здравствуйте, кстати. Здравствуйте. Темные пятна. Я решил смачивать. Я сначала попробовал, я же делал угол, вот там. Я попробовал и понял, что я ничего не вижу, поскольку вот ошкуренная поверхность. Все готово дальше под грунт. Но ты поднимаешься на потолок, ты начинаешь работать, и существуют вот такие какие-то размытые места. То есть непонятно, где у нас гипсовая штукатурка и где у нас ранее прогрунтованная чистая поверхность. Это не очень-то понятно, когда ты находишься под потолком. Снизу видно, но оттуда не очень-то видно. Вот я под потолком. И мне тут не очень-то понятно, где же мне тут грунтовать, где не грунтовать. Напоминаю, что мы не грунтуем полностью тотально все. У нас есть места, ну вот, такое место, где мы уже грунтовали грунтом этим. Мы уже здесь работали. Зачем нам здесь делать еще один раз, да? Поэтому прыскалка. И слегонца чуть-чуть увлажняю, просто чуть-чуть. Чтобы получить контраст, чтобы видеть, что обрабатывать. Но при этом карнизы полностью, поскольку мы здесь везде лазили, не знаю, как это слово правильно придумать сюда. Короче, мы везде здесь терлись штукатурками и так далее. Мы перешкуривали. Поэтому я вижу смысл все-таки покрыть еще раз грунтом Grundierfarb VP. Кстати, да, вот я специально принес, покажу еще раз ведро. Вот этот грунт. Он 2 к 1. Материал плюс вода. По объему аллигатор Grundierfarb VP. У меня в стакане вот, ну, я надеваю его на руку, когда работаю, да? Но сейчас я не буду надевать на руку. Просто покажу, как это работает. То есть я вижу, ага, точка какая-то, я ее заделаю. Кстати, когда смачиваешь, оно чуть как бы легче скользит, что ли, так получше. В общем, вот так. Не захожу сюда, где уже сделано. Мне там не надо работать. Только те места, где мы работали штукатуркой. И, кстати, да, я спросил технолога, я позвонил технологу и спросил, уважаемый технолог, компания Alligator, скажите, могу ли я вот так поступать, чтобы лучше видеть? Он сказал мне, ответил на это концентрат, вы все равно используете воду для того, чтобы применять то небольшое количество воды, которое мы наносим распылителем, оно безвредно. Так что можно считать, что мы действуем технологично. Ну, по крайней мере, я посоветовался с технологом. Вот, моя совесть чиста. Да на самом деле, чего там? Там капля воды, там 10 мл на квадратный метр, там или сколько. Вот так. В последующем шпаклевка, я же пробовал там на углу, да? В последующем шпаклевка очень хорошо уже наносится именно на такую вот поверхность после этого грунта. Вот так где-то получается. Так. И здесь грунтуем. Здравствуйте, кстати. Здравствуйте. Здравствуйте. Грунтуем ванную. Наконец-то мы смогли пробраться сюда. Сделали все дела здесь. И покрываем Grundierfarb VP. Тоже прошлись. Видно нормальные полки. Карнизы подведены уже под шпаклевку. Так, у нас осталась одна комната для покрытия Grundierfarb VP. Вот эта комнатка маленькая. Здесь у нас были вещи. Мы полностью сделали кухню. Я вам приоткрою завесу тайны. Она фактически готова. Выглядит это вот так. Вот, это та кухня, которая была тут разруха и так далее. Теперь у нас здесь раздевалка, вещи там, стол там и так далее. Освободили все это помещение.
основные, которые идут у нас вдоль коридора слева, чтобы можно было плюхаться здесь полноценно. И кое-где уже шпаклевали, потолки, падуги и так далее. Об этом будет в следующих роликах. Возвращаемся, аллигатор, Grundierfarb ВП. Он отстаивается, этот товарищ. Сверху получается такая жидкая фракция, да? И песочек у нас в самом низу. Вот там далеко внизу песок. Нам надо это все размешать и каждый раз так поступать. И смешиваем мы в отдельном ведре. Мерное ведро от Леруа. Водичку уже налили. Размешивайте, пожалуйста. Говорил, не говорил, не помню, еще раз. Это концентрат 2 к 1. Две части материала, 1 часть воды. Я противник смешивать сразу в ведре. То есть вот у нас есть какой-то остаток, и мне не нравится идея смешивать сразу здесь, поскольку мы можем не выработать его, и хорошо, если там что-то останется, оно какое-то время постоит и поможет там в проведении дальнейшего ремонта. Ну, вода может быть разной, там могут быть бактерии и так далее. Если бы предусматривалось сразу выработать, то есть нам надо там 500 квадратов замазать, да, то можно было бы сразу в ведре развести и пошел мазать там везде там. Ты точно знаешь, что ты за день, за два его израсходуешь. А так, пускай там остается остаток, всегда можно смешать, и он как бы не портится. Про расход. У нас осталось в ведре где-то вот так. Я думаю, процентов 20-15 от того, что было. У нас 80 квадратов потолка, и с карнизами, если карнизы развернуть, как бы в плоскость потолка, да, они же заходят на стену, я думаю, под 100 квадратов. Так вот, мы прошли один раз, когда были утраты большие, где там дранка, ну вот такие места, да, там же дранины были, мы их все прокрашивали. Мы прошли один раз, потом идем сейчас второй раз. Это последняя оставшаяся комната, которую нам надо так обработать. Дальше уже все обработано, уже шпаклевка и так далее, и у нас еще осталось. То есть материал получается довольно-таки экономный. И после него, как по мне, хорошее свойство. После него выравнивается водопоглощение основания. Особенно нам это важно с шпаклевкой. Об этом будет в дальнейшем. Надеюсь, что мне удастся сделать это видео, поскольку шпаклевка, она нуждается местами в таком вот еще одном промежуточном грунтовании Grundierfarb ВП. Вот. Так что материал экономный, довольно-таки. Материал расходуется довольно-таки экономно. Что, будем смешивать? Да? Знаете, вам поснимать, а я буду заливать. Тут литр воды. Наверное, ну сколько нам надо? На литр, 2 литра. Да, должно получиться 3. О, вот. Даже еще чуть-чуть осталось, но пускай остается. Пускай остается. При надобности еще раз размешаем. И надо еще раз смешать. Хорошенько. Кто там говорил, что он не жидкий, ну или недостаточно жидкий, он достаточно жидкий. Почему? Вот. Не знаю, как что. Какой жидкий кефир. Нормально впитывается, нормально. Вот эта вот степень разжижения позволяет ему вполне себе нормально впитываться. Ну, как по мне. Как краска. Собственно. Он и есть краска. Grundierfarb. Краска грунт, собственно. Это и есть краска. Че уж. Даже с этим мигающим светом, но оно как-то не сильно мигает. Вот этот товарищ, вроде бы, может, из-за дневного света. Все то же самое с матчевым распылителем, чтобы хорошо было видно, так чуть лучше скользит. И заканчиваем эту комнату. И вместе с тем заканчиваем подготовительный этап. Кстати, ой, как камера хорошо видит, видите, да, вот как доски идут. Так глаз не видит абсолютно, а вот камера видит вот эти вот перегибы потолка, и вот к ним мы перейдем уже при армировании сеткой и, собственно, при шпаклевании. То есть, заканчивая эту комнату, мы заканчиваем подготовительный этап под последующее шпаклевание. Вот что, вот так-то. Вот, перемазали всю комнатку. Вот. Процент утрат у нас очень, конечно, большой, если так смотреть, сколько там заделано штукатуркой было. Я думаю, 30-40%. Ну, может, меньше. Ну, такой весомый процент. Ладно,
Всего у нас на эту комнату квадратов 12, наверное, этот потолок, ну, карнизы плюс. Всего у нас шло на вот эту работу конкретно меньше литра готовой смеси. Готовой смеси. То есть, чем более гладко, тем более экономно она расходуется. Закончили второе, точечное в чем-то, вспомогательное такое грунтование, Грундерфарб ВП. Что сказать по материалу и по самой работе? Материал мне лично нравится. Если вы спросите меня, рекомендую ли я вам его, да, я его рекомендую. Я его от чистого сердца рекомендую. Реклама ли это? Нет, это не реклама. Работать по нему удобно, потому что он выравнивает влагопоглощение основания. Очень удобно, все хорошо ложится и существует зацеп в виде там, ну, адгезив, в виде кварцевого наполнителя, скажем так. Удобно, хорошо, нравится, очень нравится. Всего доброго, до свидания, пока-пока.